Я долго мечтала об этой поездке, но я не думала, что Измир окажется именно таким. Всем привет, друзья! Меня зовут Алия, мою дочку зовут Амалия, и вы находитесь на канале Амалия Family. Если честно, долгое время вообще никуда не летали. И у меня был один маленький секрет. Каждый раз, когда я видела в небе пролетающий самолет, я мысленно загадывала себе желание, что однажды я тоже обязательно полечу. И всегда говорила себе, когда-нибудь и я снова буду там. И вот сейчас мы летим в Турцию. Мы приехали в Измир к моей старшей дочери Лилиане. И сейчас она здесь учится в университете. Перелет оказался очень комфортным, а особенно запомнился ночной Стамбул с высоты. Стамбул? Круто как-то. Вообще. Мне нравится. Было долго, но мы уже долетели почти. Огни города выглядели просто волшебно. Такая завораживающая красота была. Впечатление просто радостное. Нам перекус принесли, да, Малька? Да. И себе кофе взяла. А мы быстро доедем, потому что Измир здесь недалеко. Перелет оказался очень комфортным. Наш рейс был с пересадкой в Стамбуле, и мы летели турецкими авиалиниями. Ребята, я теперь снимаю, смотрите. Все по-турецки разговаривают, мне это впечатляет меня. Вот. Пока ждали наш следующий рейс, мы успели немного осмотреть новый аэропорт Стамбула. Несмотря на то, что аэропорт очень большой, там все настолько понятно, удобно, организовано, что потеряться практически невозможно. Везде есть указатели, табло, понятная навигация. Спокойно можно разобраться, куда идти дальше. А Амалия тоже не скучала, успела там немного поиграться, побегать, сама снимала видео. Еще удобно, что в аэропорту можно подключить бесплатный Wi-Fi. 1 час по своему загранпаспорту. Это было очень кстати. Амалия, куда мы летим? В Измир, из Стамбула в Измир. Да. Я взяла себе кофе. Амалии выбрали, да, сок апельсиновый. Мы прилетели поздно ночью, но уже утром нам не терпелось выйти и увидеть сам Измир. Мы отправились гулять в центр города, по дороге шли по красивому мосту, с которого открывались очень красивые виды. Практически на каждом шагу продавали симит, но именно в Измире его называют геврек, и вкус здесь действительно отличается, он более мягкий, воздушный, очень вкусный. А еще в воздухе парили, витали запахи шашлыка, кебаба, жареного мяса. От этого атмосфера города ощущалась еще ярче. Откуда надо идти? Может, вон оттуда? Хотя нет, правильно. Смотри, чайки. Ой-ой-ой. Классные чайки. Как будто они говорят: мама, мам. Мам, говорят, с реки. Измир сразу произвел на меня какое-то особенное впечатление. Какое-то одновременно шумное, живое и очень уютное. По пути было много торговых точек, уличной еды, магазинчиков с одеждой, цветов, восточных сладостей. Потом мы дошли до знаменитой часовой башни в Измире. Это одна из главных достопримечательностей Измира и очень красивое место. Здесь мы кормили голубей, гуляли, фотографировались. И знаете, на улице очень много людей. Вот все куда-то идут, общаются, сидят в кафе. Город будто бы постоянно живет и движется. Это настоящие, да? Настоящие? Да. Да, правда? Амалия, сюда посмотри, ты куда приехала? В Измир. В Измир копаться? Да. Мы пришли на центр Измира, и вот ищем море. Да, сейчас дойдем до моря, да? Да. Все, класс. А знаете историю? Я как плыву на море. Да. А море такое.
Ну, давайте Можно вон тут? оттуда. Я не против. Я не против. Пойдем? А можно водичку потрогать? Какую? Вот тут. Там мы на ней... Ай, стой! О, море волнуется. И море здесь просто невероятное. Свежий воздух, красивые виды. И знаете, такое спокойствие внутри, которое просто невозможно передать словами. Вдоль берега тянется длинный променад, где люди гуляют, отдыхают, сидят на лавочках и наслаждаются атмосферой города. Но купаться именно здесь нельзя. Это место больше для прогулок и красивых видов. Сюда приходят полюбоваться морем, встретить закат, подышать свежим воздухом, ну и просто спокойно провести время. И даже без пляжа здесь какая-то особенная атмосфера. Очень уютно, спокойно, красиво. После прогулки у моря мы отправились в Конак-Пьер. Это очень атмосферное место, где постоянно кипит жизнь. Здесь есть все. Магазины с одеждой, кафе, рестораны и даже кинотеатр. Мы заходили в разные магазины, смотрели одежду. И почти везде были большие скидки до 50%. Очень сложно пройти мимо и ничего не купить. Вообще, Чарши — это место, где можно просто гулять часами, рассматривать витрины, пробовать еду и наслаждаться атмосферой из мира. Ты первая. По дороге домой нас ждал еще один очень красивый момент. Мы встретили невероятный закат. Солнце было такое огромное, яркое и такое красивое, что невозможно было отвести взгляд. А на фоне еще посмотрите, самолет летит. Ну, вообще бесподобно. Потом мы зашли в прекрасное кафе с самыми вкусными блюдами. Ну и в завершении потом увидите, мы зашли в еще одно атмосферное место попить турецкого кофе с лукумом и послушать Рафаэля Дель Романо. Ой, хорошая песня. Рафаэль Дель Романо. Мячик мы купили за 200 рублей. Плейдо. Да. То есть пластилин. Тесто, да, тесто пластилин. Для лепки. Что это такое? Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветов. Все, в общем, на 1000 рублей получилось. Здесь Разукраска Винкс. разукраска, раскраска, да? Да, Винкс. Блокнотик. Вы тут от слова подвинули, что в футбол играть. Да. Все, давай прощаемся. До Пока-пока. свидания. Пока-пока. В один из дней мы отправились в большой торговый молл. Там мы гуляли по известным магазинам, рассматривали витрины, примеряли вещи и просто наслаждались атмосферой большого шопинга в Измире. После прогулки по магазинам мы зашли в Starbucks, чтобы немножко отдохнуть и выпить кофе. Идем в Starbucks. Я выбрала себе латте макиато. И да, это было интересно. Первый глоток, первое впечатление и ощущение маленького перерыва посреди насыщенного дня. На террасе там очень красивый вид, и там дают плед, можно там посидеть. Вот.
Сейчас посмотрим, может быть, и там посидим. Пойдем посмотрим, есть тут место, нет? Да, это карета. Да. Но здесь очень-очень-очень так мило, приятно, детские, игровые. Вообще, что хочешь делай. Да. Да, сейчас буду пробовать. Признаюсь, я никогда раньше не пробовала их кофе. Так что это был мой первый опыт. Мама, сделаем распаковку куроми. Вот фонтан. Да, да. Также мы побывали на пароме и отправились на другую сторону из мира. Это было небольшое морское путешествие, во время которого мы кормили чаек, и это оказалось очень весело. Честно говоря, было довольно холодно, и погода в тот день нас совсем не баловала. Ветер с моря ощущался особенно сильно. После поездки на пароме мы снова гуляли по торговым рядам, наслаждались атмосферой города и его живыми улицами. Hoş bulduk. Ne kadar? Tanesi 8-10, 15 lira. Здесь есть такие вкусняшки. Ой, Эльст. Позже мы сели на трамвай и поехали в известный ресторан азиатской кухни. Там почти всегда очередь, и нам тоже пришлось немного подождать, но оно того стоило, скажу я вам. Когда мы наконец зашли внутрь, мы просто наслаждались огромным выбором роллов, суши, сладких роллов, множество других блюд, названий которых я даже не знаю. Все выглядело очень аппетитно. Амалия ела палочками так виртуозно, будто родилась с ними в руках. И это было действительно впечатляюще и даже немного забавно наблюдать. Как называется, Лилиан? Мидия долма. Да, ну давай, как это кушать? Ты давай показывай, я буду пробовать. Здесь. Ага. Мидия, да? Вот Да. это желтый, это Мгм. мидия. И все, Потом поливаем соком и кушаем, да? Сейчас вот этим поддеваем, Мгм. забираем снизу, то поливаем соком. Тут сироп и посыпан шоколад. Ну что, друзья, я пробую это впервые в своей жизни. Свой специфический вкус, но очень вкусно, мне понравилось. Я бы еще поела. И, скорее всего, буду еще есть. Но я лучше вытащу. А Малька у нас уплетает мороженое. В целом, это, как говорится, вареная мидия, внутри наполненная этим рисом. Да. Лилиан, Я еще сейчас пока не пробовала, но мне тоже нравятся мидии. да? Да. Часто берете, да? Не часто, но в какой-то период часто брали, часто кушали. Сейчас, когда мама приехала, решили ее тоже угостить. Угу, угу. Амалия, ты специально штаны на другую сторону одела, да, чтобы не видно было? Ага, все поняла. Ладно. Какой вкусный. Пришли сегодня в наш любимый ресторанчик, в кафе. Вот здесь есть одно блюдо, из-за которого мы сюда пришли. Называется бейти сарма. Увидите, вот сейчас я вам все покажу. Пока, наверное, покажу меню вам. Да, Малька? Смотри, какая ты красивая. Покажись-ка. Да. Вот у меня кулон Барби. Да, 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 да. И вот такая помада. И помаду сейчас она вам покажет. Давай. Химическая помада. Вот, Апаса подарила. Цветная. Вот. Пахнет ягодками. Да. Вот нам принесли. Здесь получается лахмаджун Да. и пиды с фаршем и сыром. Вот. Приятного аппетита, да, мамалька?
Вот это блюдо, ради которого я пришла сюда повторно. Здесь получается шашлык, завернутый в лаваш и с сыром. Ну, в общем, очень вкусное блюдо. А тут у меня пиде лахмаджун. Да. Очень Пиде с вкусно все. плавленым сыром. У каждого района здесь свой вайб. И в этот момент особенно чувствуешь всю атмосферу из мира. Спокойную, теплую, немного магическую. Пришли сегодня в торговый центр, в котором мы были ранее, с Амалькой, да? Вот, и пришли для чего? Для того, чтобы пойти в детскую игровую. Но для начала решили перекусить немножко, да, Малька? Да, потому что тут же много людей. Да, сегодня здесь очень много людей, сегодня выходной, поэтому очень много. Сейчас даже попробую вам заснять вот это вот, да. Вот, видите, сколько здесь людей. То есть даже присесть негде, здесь вот очередь. А пришли мы вот в тот, туда, Playland называется. Неделю мы здесь болели. Вот, и сегодня просто решили выйти. У нас зарядки нет, оказывается, мы не зарядили. Да. Поэтому, если что, на каком-то месте у нас прервется все. Да, Малька? Как всегда, бургер, картофель фри, луковые кольца. Я себе кофе взяла, да? Гонщица ты, да? Играем вот так. Давай, 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 быстро, быстро надо. Здесь и есть игровая комната огромная такая, но здесь из-за Байрама такая очередь огромная. Поэтому сюда не сможем сегодня зайти. И 650 лир стоит, это 1300 рублей по-нашему. Как будто без этого. Еще мы не могли пройти мимо знаменитого лифта «Асансер», одного из символов из мира. Его построили еще в 1907 году по инициативе местного предпринимателя Несима Леви Бараклоулу. Это богатый еврейский банкир и предприниматель, чтобы людям было легче подниматься между улицами на крутом склоне. И раньше здесь приходилось преодолевать больше 150 ступенек пешком. Сейчас это не просто лифт, а очень атмосферное место с красивым видом на город и море. Ну, мы, конечно, нафоткали, сделали классные фоточки. У этого места чувствуется особая европейская атмосфера. Даже само название «Асансер» происходит от французского слова «асансер». А еще рядом с лифтом есть улица Дарио Морено. Это известный певец и актер с еврейско-турецкими корнями, который позже жил во Франции и стал там знаменитым. Поэтому многие связывают это место именно с французской атмосферой. Мы тоже решили там немного посидеть и просто насладиться атмосферой вечернего Измира. Доброе утро всем! Мы сегодня с Амалией встали пораньше и пришли в пекарню нашу любимую. Дочки, конечно, не настоящие, но это ладно. Teşekkürler.
И давай будем так. Вот и так. Сюда гидровелен misiniz? Да, это как называется? Это каймала, это с фаршем. И вот пиццу. И такой турецкий чай. Я себе взяла. Спасибо. Это ты мне нарвала? Какие красивые, покажи. Вау, смотрите, какая прелесть. Какая прелесть. И небо такое голубое-голубое. Seni sevmek ölümse, ben her gün öldüm. Если тебя любить это смерть, я каждый день умираю. Ну, умирала. Какая прелесть. Такие красивые маленькие цветочки. Это только выходит. У нас уже ромашки вовсю, да? Пальмочки. Такие крутые подъемы и спуски. Кактусы, что ли, это вот. Что это такое? Алоэ вера. Думаю, уже растут, но это огромные прям. Пока мы гуляли по улицам, случайно проходили мимо турецкой помолвки. Оттуда громко играла музыка, люди танцевали, смеялись, вся улица была наполнена такой праздничной атмосферой. Интересно было очень понаблюдать за этим со стороны. Такой настоящий турецкий колорит и очень теплая семейная атмосфера. Потом зашли в магазин, купили себе продуктов. А где мы не видели merhaba? Sorun değil mi? Çekiyorum. Yok. Киндер. Не люблю лохматин. Lahmacun. Beyti sarma. Pide. Kaşarlı kıymalı. А еще beyti sarma и салатики, да? Йогурт. Чьи кёфта. Да. А, еще и чай кюфте. Это они бесплатно дают? Да. Мгм. Вот такая вот вкусняшка у нас сегодня. Не успели мы зайти в ресторан. Они уже все закрылись и решили вот на дом заказать. Приятного аппетита нам. И вот так незаметно подошло к концу наше путешествие по Измиру. Этот город оставил после себя особенные воспоминания. Шум моря, вечерние улочки, чайки над паромом, уютные кафе, моменты, которые хочется сохранить в памяти как можно дольше. Измир оказался именно тем местом, куда хочется возвращаться не только ради красивых видов, но и ради атмосферы, легкой, теплой и такой живой. Да, там что-то такое фиолетовое. Спасибо вам, что прожили эти моменты вместе с нами. Если понравился этот влог, поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много красивых путешествий и историй. До встречи в следующем видео.